Слушайте, этот метод буквально меняет правила игры. Сегодня у нас максимально практичный разбор. Мы посмотрим, как полностью автоматизировать генерацию B2B лидов и выстроить мощнейшую систему продаж, причем вообще без программирования. И да, мы разберем это на очень конкретном примере. Соберем базу отелей Мекки и Медины. Просто вдумайтесь в масштаб. Вместо унылого ручного поиска можно автоматически закинуть в свою базу более 500 реально качественных целевых лидов. Это же экономит просто колоссальное количество часов монотонной работы. И знаете, что самое крутое? Настройка всего этого интеллектуального конвейера занимает, от силы минут 5. 5 минут, чтобы заменить целую команду ресерчеров. Это просто фантастика. А если посмотреть на финансовую сторону, тут вообще можно упасть со стула. Один собранный контакт обходится примерно в 0,4 цента. Для качественной B2B базы это буквально копейки. Как вообще достигается такая эффективность? Давайте разбираться в деталях. Наш план на сегодня предельно прост. Сначала обсудим автоматизацию лидов, затем разберем инструменты Cloud и Apify, настроим их связку, соберем контакты, запустим таргет и в конце масштабируем все это через алгоритм Lookalike. Ну что, поехали. Шаг первый — автоматизация B2B лидов. Забываем про ручной поиск навсегда. Шаг второй — наши главные инструменты Cloud и Apify. По сути, это мозг и мускулы всей нашей системы. Нейросеть здесь отвечает за интеллект, а Apify — это такая физическая рабочая сила в интернете. Для тех, кто вдруг не сталкивался, Apify — это платформа, на которой живет около 80 тысяч веб-скрейперов. Скрейпер просто заходит на нужный сайт и автоматически собирает информацию. Кстати, чтобы начать и протестировать все это с головой, хватит их бесплатного тарифа на $5 в месяц. Переходим к третьему этапу — настройка всей этой связки. Как заставить эти два инструмента работать вместе? Интеграция здесь элементарна, ни строчки кода писать не придется. Во-первых, ставим десктопную версию Cloud. Во-вторых, заходим в настройки Apify и копируем свой API-токен. И в-третьих, прямо внутри Cloud открываем раздел Customize Connectors, вставляем этот токен и даем все разрешения. Все, теперь наша нейросеть может сама бегать по интернету и выполнять задачи. Этап номер 4. Самое интересное — сбор и выгрузка контактов. Общаемся мы с нейросетью на абсолютно человеческом языке, пишем ей буквально следующее. Использую Apify, чтобы найти мне 50 отелей в Мекке и Медине с их названием, телефоном, сайтом и email. Для таких задач отлично подходит модель Sonnet 4.6, или Opus, если хочется чего-то посложнее. И вот тут начинается магия. Нейросеть сама понимает, что ей нужен, например, парсер Google карт, и выдает нам готовую, красивую таблицу с отелями, вроде Аль-Шухада. Обратите внимание, некоторые поля, например, email, могут быть пустыми, и в реальной практике это абсолютно нормально. Главное, что теперь у нас на руках идеальная база, чтобы продавать этим отелям софт, оборудование или любые B2B услуги. Супер, база собрана. Но тут возникает, пожалуй, самый главный вопрос всего нашего разбора. Как эти сухие строчки данных превратить в реальных платящих клиентов? По сути, у нас есть два пути. Можно, конечно, запустить холодную e-mail рассылку, но давайте честно, конверсия там мизерная, половина писем улетит в спам. Куда круче и эффективнее загрузить эту базу в рекламный кабинет и запустить по ней высокоточную таргетированную рекламу. Это уже теплые лиды и умные алгоритмы. Так что смело переходим к пятому шагу — запуск нашей таргетированной рекламы. И тут есть важный нюанс. Мы разделяем данные, создаем одну аудиторию и загружаем туда только номера телефонов, а потом делаем вторую отдельную аудиторию, куда заливаем только email-адреса. Объемы у этих списков будут разные, и это совершенно нормально. Теперь самое важное — настройки компаний. Выбираем цель лид-форма, ставим адекватный суточный бюджет, скажем, 1200. География — Саудовская Аравия, конкретно Мекка и Медина. Возраст берем платежеспособный, например, 30-54 года, а вот интересы вообще не трогаем. Наша база и так уже гиперцелевая, нам категорически не нужно ее сужать. И финальный, шестой шаг — как это все масштабировать. Тут на сцену выходит Lookalike. Смотрите, как только мы скормили рекламной платформе наши списки телефонов и почт, она начинает их анализировать. Алгоритм находит реальные цифровые профили живых людей, к которым привязаны эти контакты. Именно этим людям и будет показываться подготовленная нами реклама. И вот тут раскрывается вся мощь алгоритма Lookalike. Платформа берет нашу маленькую, но очень концентрированную базу ательеров, анализирует ее и сама находит тысячи новых людей с точно такими же паттернами поведения в сети. То есть мы буквально берем крошечную выборку и раздуваем ее до огромного пула идеальных потенциальных клиентов. Это просто гениально.
Что мы имеем в сухом остатке? Полностью автоматизированную систему, которая способна приносить от 10 горячих заявок каждый день. И для этого вообще не нужен гигантский штат маркетологов, отделы по сбору баз или какие-то безумно дорогие корпоративные сервисы. Все, что остается после настройки, это подождать, пока пройдет модерация, и начать принимать теплые лиды. Согласитесь, это наталкивает на очень интересную мысль. Если всего 5 минут общения с нейросетью и пара долларов на скрапинг могут заменить целый отдел лидогенерации, каким вообще будет следующий шаг для бизнеса и как скоро ручной труд в маркетинге полностью уйдет в прошлое? Подумайте об этом.